Добрый день, дорогие друзья! Хочу представить сегодня вашему вниманию мастер-класс вот такого вот тигренка. Тигренка шкатулки. Не просто такого тигренка, вот шкатулочка такая. Так как следующий год у нас год тигра, а в принципе уже вот заканчивается август месяц, и, скажем так, сувениры можно уже начинать делать к Новому году, то я решила сделать вот такой вот мастер-класс. Снять мастер-класс вот такого вот тигреночка. Вот такой тигреночек у меня получился. Такая шкатулочка. Еще раз покажу. Вот такая шкатулка. Вот такая у него внутри емкость. Вот. Как это все сделать, я вам сейчас покажу и расскажу. Вот для такой шкатулки я вот взяла специально вот такую форму, подобрала. Не знаю, что здесь было, не могу сказать точно, но мне вот соседка вот такую штучку отдала. Она очень такая плотная. Вот для шкатулочки она удобна чем? То, что не обязательно ее плести до самого конца, потому что потом мне все равно нужно будет вытащить эту форму, да. А так она очень плотная и по размеру как раз подходит для того, что мне нужно. Так, теперь, значит, сначала мы плетем обыкновенное донышко. Вся сложность заключается в шкатулке это в том, что все наши смена цвета должна происходить как раз таки вот, если донышко сплетем, то нужно плести вот так, как бы обыкновенно по кругу, да. С той самой разницей, что здесь нужно сделать вырез, а потом все это еще и закрыть. Вот сюда тоже сделать крышку, не крышку, а такую же закрыть донышком, и потом отсюда хвост выплести. Вот если бы, допустим, можно было сделать шкатулку, ну, в смысле, как вазу, например, да, вазу можно сделать, вот, обыкновенную, допустим, овальную вазу сделать, да, и потом, значит, голову прикрепить, там, хвост, ноги, там, все. Но сложность заключается вся в том, что наши полосы должны быть идти вот в таком положении, не так. Так бы плел бы по кругу, и все, менял бы по цвету трубочки, и все. Но так не пойдет. У тигра полосы совсем в другую сторону расположены. Поэтому вот решила сначала сделать вот такую вот шкатулочку, а дальше будет видно, что еще можно будет потом придумать и сделать. Значит, беру сразу вот так 3 трубочки. Я думаю, что вот достаточно будет для того, чтобы охватить вот этот объем. На 12 трубочках пока начну оплетать. И первый круг будет белыми трубочками. То есть сначала будет белое, оплетаю обыкновенно, начинаю плести одной трубочкой, закрепляя. Вот. Так как это у меня будет шкатулка, и тем более, что будет такой вот вырез с крышкой, да, поэтому я сразу же взяла трубочки на стойки, более толстые, чем рабочие трубочки. Значит, полоса для стоячков у меня из, в общем, 10 сантиметров. А трубочки рабочие из полосы 7 сантиметров. Вот таким вот образом я начинаю оплетать начало. И теперь нужно, значит, определиться, какая ширина полосы будет. Значит, если мы сделаем полосу в 3 ряда, я думаю, что в 3, может, даже мало, можно сделать в 4 ряда, в 5 рядов. Вот. Ну, вот сейчас на донышке я как раз таки посмотрю, как лучше менять трубочки по цвету, как будет удобнее. Вот. Ну, как дальше плести, сами понимаете, уровень я поменяла. И теперь, переходя на другой уровень, еще 2 раза пройду. И потом наставлю, например, рыжую трубочку, одну и вторую тоже. И пройду уже веревочкой 4 ряда, тогда будет получаться оранжевыми трубочками.
а потом поменяю еще на черный. Но мне это все нужно уместить на донышке, чтобы вот эти все круги, ну, в принципе, конечно, если, допустим, мы будем поднимать стоечки, да, и черными трубочками, допустим, если я успею пройти только, допустим, ряд, то страшного ничего нет. Эти поднимаем стоячки и продолжаем еще 2 ряда плести, допустим, черными трубочками. Вот все, теперь я сюда ставлю, подставляю трубочку другого цвета, вот таким образом, и начинаю уже переходить на веревочку, разводя стоячки. Вот так. Вот так. И начинаю разводить стоячки. Сказать, что вот нужно прям вот один в один сразу с одного места начать сразу, допустим, вот другим цветом, совершенно нет в этом необходимости, потому что сами понимаете, что это как бы, ну, животное, у которого мех, у него по природе у самого-то не всегда все ровно получается, полосы не, ну, прям не идеально же такие ровные совершенно, поэтому вот в этом проблем вообще никаких нет, никакой сложности. Вот поменяла, и теперь 4 ряда пройду оранжевыми трубочками по кругу, потом черными, и уже буду подставлять, смотреть. Вот видите, не получается оранжевыми. У меня 4 ряда даже оранжевыми не пройду. Ничего страшного, подниму стоячки, начну черными трубочками оплетать дальше. Вот сейчас я стоячки выведу, вернее, донышко выведу, начну поднимать стоячки, покажу вам, что у меня получается. Так, ну вот я подняла стоечки. И вот сейчас еще раз посмотрела на настоящую фотографию, там на мультяшном, вот этого тигра. И получается, что у нас как раз таки, если вот здесь будет голова, то вот грудка должна быть беленькая. В зависимости от того, как мы эту голову расположим, беленькая как раз у нас будет видно. Ножки отсюда пойдут потом. Вот. А теперь, значит, все полосы будут оранжевые и черные на самом туловище. Вот. Поэтому сейчас вот да, черные трубочками пройду. И, наверное, не знаю, оранжевыми надо еще или нет. Ну, наверное, сделаю еще оранжевыми трубочками. Значит, 3 ряда черных, 3 ряда оранжевых, да, и начнем формировать уже вот вход в шкатулку. Вот. Сейчас я вот подниму трубочки все и покажу вам, как мы будем начинать формировать именно вход на шкатулку. Так, вот обратите внимание, я прошла 3 ряда черными трубочками, 3 ряда уже оранжевыми трубочками. Вот это будет основание. Вот, когда шкатулка ляжет вот в такое положение, да, сюда будет прикрепляться голова и ножки сюда снизу. А теперь нам нужно сделать крышку на шкатулку. То есть не крышку саму, а оставить вот это расстояние, когда у нас крышка будет открываться и закрываться. Значит, я выбрала вот эта стоечка, которую будем поворачивать. Я к ней просто подставила проволочку. Почему? Потому что когда мы будем плести крышку, будем ее зацеплять за эту проволочку. Точно так же вот здесь будем оборачивать, вот прикреплять проволочку к стойке, а крышка будет цепляться наоборот только за проволочку, для того, чтобы она могла что открываться и закрываться. А вот основание, окончание этой, вот здесь мы будем заворачивать опять назад. Вот делать, вот это останется место для входа в шкатулку. Я сюда проволочку вот воткнула в эту стоечку, чтобы ровный был краешек и так далее. Вот. Крышка будет ложиться сюда, она должна во что-то упираться, вот, ну и повороты будет легче делать. И теперь вот на этом моменте я сюда трубочку здесь оставила вот от веревочки и перешла на ситцевое плетение. И вот в таком положении вот сейчас вот эту проволочку закреплю. Специально подлиннее ее сделала, чтобы можно было прикрепить ее вот так вот к форме, чтобы она не болталась. С одной стороны, с другой стороны, вот.
И начинаю возвращаться туда-обратно. Почему перешла на ситцевое плетение? Потому что одной трубочкой намного проще плести вот в таком направлении, туда-обратно, чтобы не переходить на прямую, обратную веревочку. Вот. А то, что, допустим, если будет стоечки у меня белые, они будут иногда там проглядывать, то я думаю, что для вот, ну, как бы туловища тигренка это не будет как бы лишним, скажем так, если хотите. Потому что все равно где-то там белая шерсть проглядывает. Не чисто он такой весь, черно-оранжевый. Вот так. Сейчас дойду до той трубочки, в которую вставила проволочку. Вот она. Обратите внимание. Так как я плету одной трубочкой, и здесь у меня повороты, то количество стоячков не имеет никакого значения. Эта трубочка могла сюда прийти и снизу завернуть, и сверху завернуть. Разницы никакой нет. Поэтому количество стоячков, оставленных на, именно на стенке самой шкатулки, значения не имеет никакого. Единственное только, что вот полосы черные, оранжевые. Придется просто менять трубочку. Причем, я же говорю, не обязательно, чтобы она прям вот ровные ряды были. 3 таких, 3 таких. Где-то там, если, допустим, дошли до проволочки сюда, да, 3-й ряд закончился. И здесь вот можно сюда поменять, допустим, оранжевые. Сам по себе ряд не обязательно должен быть прям такой четкий, отделяющийся. 3 таких, 3 таких. Можно сделать 4 черных, потом 2 белых, 2 оранжевых, вот таких вот. Ну, и вот таким вот образом я сейчас дойду до того момента, да, когда нужно будет уже снова делать вот основание. То есть, значит, определиться нужно с высотой самой шкатулки, какая она будет, вот с туловищем, то есть я хочу сказать, вот с туловищем, да. Если он будет вот такой, мне здесь нужно будет наращивать стоячки, но это как раз таки, когда я пройду вот ряд, да, я же оставила вот эти стоячки, я их отрезать пока не буду, вот. Потом нужно будет набрать и сделать такое же основание. А потом будем делать крышку. Ну, вот я думаю, что здесь пока больше показывать нечего. Вот до определенного уровня я дойду. Именно вот так вот одной трубочкой туда-сюда, туда-сюда. Вот, поворачивая. А потом покажу, что буду делать дальше. Так, вот посмотрите, пожалуйста, что у меня получается. Таким образом я прохожу от одного края до другого. Вот такое расстояние. Вот такой вход будет в шкатулочку. Крышка будет открываться вот сюда. Вот так. Ну, я так думаю, что, наверное, вот до такого расстояния нужно доплести. Вот, чтобы вход на шкатулочке был вот такой. Как раз останется еще 6 рядов. Для того, чтобы потом завершить. И перейти на хвостик. Но это уже потом, потому что сначала нужно сделать крышку. Так, обратите внимание, вот этой высоты мне достаточно для того, чтобы уже вот закончилась моя крышка. И дальше нужно проплести 3 ряда оранжевых и потом 3 ряда черных. Вот так. Да, я закончила на оранжевом. Вот. Теперь я подставляю вот так вот сюда еще одну дополнительную трубочку. Вот под эту стоечку лучше. Вот так. И перехожу на веревочку. Проплетая вот эти стоечки, которые я не отрезала. Так. Чтобы соединить один край с другим. Вот таким вот образом. Я начала почему именно вот на этом ряду, для того, чтобы плести слева направо.
приму веревочкой, естественно. Вот так. Все, теперь можно продолжать дальше плести веревочкой. Здесь надо немножко подтянуть, чтобы форму выдержать. Вот так. И теперь плету по кругу 6 рядов. Вот так. Сначала черные 3, потом оранжевые. Ну, потом мы вытащим. Пока мы не вытащили форму, то есть мы вот до этого места, когда дойдем, только с этой стороны, да, нужно понимать, что нам нужно будет собрать все это. Вот сделать такое же вот донышко с этой стороны, как и с этой стороны. И аккуратно перейти в хвостик. Вот. Ну, это я сейчас потом вам все покажу. Вот. Но это нужно будет сделать тогда, когда уже вытащим форму, правильно? А если мы вытащим форму, как мы будем крышку потом плести? Поэтому сейчас вот заканчиваю вот эти 6 рядов и переходим сначала на крышку. Сплетем крышку вот сюда, чтобы она была по форме, а потом вытащим форму и будем уже завершать плетение. Так, ну вот теперь, когда я уже 3 ряда, по 3 ряда проплела, что я делаю? Обратите внимание. Вот эти трубочки немножко вот так вот подвытащила, да? Вот так вот чуть-чуть даже. И обрезаю ровно столько, чтобы можно было заправить каждую из трубочек. Вот это же у нас край. Вот таким образом обрезала. И сюда вот так вот сейчас заправлю за следующий стоячок. Но сначала обрежу все, чтобы было легче потом. Самое главное вот здесь вот так раз. Этот тоже вытаскиваю трубочку. И вот так вот обрезаю. Следующую трубочку вытаскиваю. Обрезаю. Сейчас скажу, почему именно так. Так вот. Оторвалась. Придется подклеивать. Наращивание оторвалось. Вот так. Очень аккуратно подтягиваем. Так. Так. Ну и вот последнюю трубочку. Оторвалась. Так. Я потом наращу. Так, вот эти трубочки пока вот так вот отгибаю. Вот так наверх. И заправляю вот эти трубочки, как я уже вам говорила, за краешек. Под каждую стоечку. Так. Вот отгибаю таким образом. Обрезаю кончик. Вот так. И заправляю вот сюда. За этот стоячок. За соседний. Опа. Ладно, сейчас заправлю все стоечки. Вот сюда вытащила. Скрутку.
сорвала. Так, это за следующий стоячок. И краешек будет вот такой. Вот. Сейчас все заправлю, потом покажу, что у меня получилось. Так, вот так будет выглядеть краешек от шкатулочки. Вот трубочки я еще опустила вниз. Вот так, чтобы можно было резиночку одеть. Или вот даже не одеть. Нужно учитывать то, что вот этот край нам тоже нужно будет на самой крышке. Нам тоже нужно будет его вот таким же образом окантовать вот сюда. А для того, чтобы крышка вот здесь получилась ровная и краешек, чтобы был ровный, вот в это место вот я взяла трубочку, вставила в нее проволочку. Вот она тут у меня не, ну, как раз на уровне, собственно говоря. Можно даже подтянуть так, чтобы она стала с проволочкой только на уровне вот самой крышки. Вот так еще подвытащить, померить. Вот так. Потому что потом, ну, откусывать не хотелось бы вот эту трубочку тоже, чтобы она была, можно было ее использовать. А для этого вот сюда вот так вот вставляю проволочку, чтобы закрепить трубочку. Вот так. Надо кусочек отрезать. Что вот все я померила. Здесь мы ее на прищепочку прикрепим сверху, а снизу нужно вот эту проволочку вставить. Так, чтобы можно было нормально работать. Без проблем. Вот таким образом. До конца, чтобы захватывать уже обязательно трубочку. Вот. А верхняя часть вот так вот на прищепочку. Пока это форма. Теперь что делаем дальше? Вот продолжить нам нужно так, чтобы, раз у нас здесь вот идет темная полоса, то здесь мы и начинаем работать с темных трубочек. Вот смотрите, я сейчас обязательно здесь как минимум первый ряд пройду веревочкой. Хотя бы для того, чтобы закрепить все стоячки. Вот их же нужно закрепить вот так, чтобы они здесь вот так вот были. То есть мы сейчас сразу, да, неправильно сделала. Вот здесь у нас есть проволочка. Вот она проволочка. И подсовываю сразу же не за стоечку, а за проволочку. Вот. Сейчас, минуточку, я тут немножко раздвину. Вот так, пока наверх. И вот она проволочка. И вот эту трубочку свою подсовываю под проволочку. Вот. Так, одеваю вторую трубочку. Вот так. Перегибаю. И прохожу первый ряд веревочкой, закрепляя вот эти стоячки, которые я оставила. Вот они. Вот так вот на уровне края шкатулочки. Вот так. Когда мы потом верхнюю часть обрежем, вот эти трубочки также заправим вот таким же образом. Будет вот такое же окончание. Сейчас веревочкой один ряд пройду, для того, чтобы закрепить только трубочки. И закончить надо будет тоже веревочкой, потому что там тоже будет краешек, который нам нужно будет обрабатывать. А на ситец таким образом не сделать это. Вот так. Вот.
Еще вот так. Одна трубочка. И вот на этой трубочке, которую мы прикрепили, вот она. Вот. Мы потом ее просто вытащим, вот так отсюда вытащим, и все. Там же проволочка. Можно будет откусить, можно вытащить, если она не вытащится. Вот. И теперь уже вот сюда можно идти ситцем проплетать. Вот так. Сейчас я трубочку подклею рабочую. Так, вот посмотрите, я нарастила трубочку, дошла вот до этого края, да? Вот здесь нужно обратить внимание. Мы же плели веревочкой первый ряд. И вот эту трубочку я оставила здесь, а этой пошла. Если бы я пошла вот этой трубочкой, то придя сюда, мне нужно было бы заводить свою трубочку под проволочку снизу. А снизу это будет очень неудобно. Вот поэтому нужно было, я взяла вот эту трубочку. То есть как бы нужно просто посчитать, каким способом вы выйдете вот той или другой трубочкой. Так, чтобы вот под проволочку протягивать трубочку сверху вниз. Отклеилась у меня эта трубочка, сейчас я ее подклею. Вот все, я ее завела под проволочку и иду, обратно возвращаюсь. Вот на этих стоячках. Дохожу вот до этой трубочки крайней, вот, которую мы подсунули сюда под этот проволочку. На ней заворачиваю, трубочка должна вот это лежать на крайнем ряду шкатулки. И возвращаюсь еще назад темной трубочкой. Почему? Потому что вот здесь мне нужно еще завести темную трубочку. Видите? Чтобы ряд в ряд совпал. Просто если плести крышку отдельно совершенно, конечно, можно. А потом придется подгонять по рисунку и как-то закреплять вот на этой проволочке. То есть сделать вот эту крышку открывающейся. Это нужно будет что-то придумывать. Или плести отдельно и каждую стойку потом вот так заводить. То есть полотно сделать полотно, да, и оставить вот этот край у этого полотна стоечек незакрепленных. И в определенный момент можно через 2, через 3, потом тогда закрепить и обратно в крышку воткнуть. Но это, скажем так, тоже, ну, не настолько будет плотно, я имею в виду, ну, оторваться может все в процессе эксплуатации. А так уже 100%. Вот гарантия того, что вот отсюда уже крышка никогда не оторвется, не отвалится. Вот. Так, сюда вот так. И поехали сюда. Теперь довожу черной трубочкой до вот этого места. Вот до этого места. И здесь уже меняю трубочку на оранжевую. И сюда вот приду уже оранжевой трубочкой. Вот так. И сюда оранжевой приду трубочкой. То есть мне нужно сделать так, чтобы это все совпало один в один. Вот, чтобы полосы, чтобы крышечка открылась, да, и она легла сюда на саму форму, как продолжение. Вот. Так, ну вот я заполнила крышечку до конца. Вот видите? Вытащила отсюда вот проволочку свою. Вот уже как бы одна часть открывается. Чтобы вот здесь отрезать, нужно сначала вот эти вот трубочки заправить. Вот сюда. Так же, как вот внизу. Для этого я вот так вот подтягиваю сюда стоечки до нужного мне расстояния,
чтобы можно было заправить легко сюда. Вот так. Сейчас я заправлю все трубочки вот сюда, каждую. Потом покажу, что буду делать вот здесь, потому что перед камерой очень неудобно. Так, ну а теперь вот я просто-напросто вот так вот разрезаю. Вытащила вот так вот трубочки, стоечки, и вот так вот их разрезаю. Вот так, раз. Сейчас пройду один ряд веревочкой. На крышке. Эти трубочки сюда вот так опускаю. Вот такая крышка у меня получилась. Вот она. Вот так. Здесь сейчас один ряд веревочкой пройду. Черными трубочками. А вот эти трубочки сейчас заправлю вот сюда. Здесь тоже закончится ряд. Пока пусть внизу полежит. Так, вот прохожу веревочкой. И буду закрывать ряд. Вот так. Чтобы было, во-первых, куда заправить вот эти трубочки, кончики. Во-вторых, чтобы ситец не распустился. Так. Вот краешек. Вот так. Сейчас я вот эти трубочки сюда заправлю. Вот такая крышечка получается. Так. Все, заправляю сейчас вот так сюда трубочки. Вот сюда, под стоечки. Вот так же, как вот здесь. Вот такой ряд получился, видите? Вот такая крышка будет у шкатулки. Так, ну а теперь вот я просто-напросто вот так вот разрезаю. Вытащила вот так вот трубочки, стоечки, и вот так вот их разрезаю. Вот так, раз. Сейчас пройду один ряд веревочкой. На крышке. Эти трубочки сюда вот так опускаю. Вот такая крышка у меня получилась. Вот она. Вот так. Здесь сейчас один ряд веревочкой пройду. Черными трубочками. А вот эти трубочки сейчас заправлю вот сюда. Здесь тоже закончится ряд. Пока пусть внизу полежит.